Сегодня мы продолжим говорить о том, что появилось нового в Swift 5.0. И сегодня мы поговорим про новый атрибут, про атрибут unknown и что возможно делать с помощью этого атрибута, если мы хотим использовать кейсы, обрабатывать кейсы, которые будут добавлены в будущем. Да? Ну, давайте, чтобы немножечко ввести вас в курс дела, я немножко покажу некоторую проблемку, которая может возникнуть, и потом покажу, как эту проблемку можно решить с помощью этого нового атрибута. Давайте я набросаю пока несколько ошибок, да, которые мы будем обрабатывать с помощью а, оператора switch. Да. Вот у нас есть перечисление, password, error, который подписан протокол error, и три кейса. После этого что можем сделать? После этого можем набросать какую-то функцию, которая будет эти, так сказать, кейсы обрабатывать. Вот у нас в качестве параметра мы будем получать ошибку. И мы видим здесь блок кейс, блок switch, который обрабатывает три кейса. Но на самом деле, как вы видите, здесь на самом деле явно обрабатывается всего лишь два кейса. Это кейс short и кейс obvious, то есть очевидно, да, то есть вот второй кейс, да. А третий кейс, он у нас здесь не обрабатывается очевидно, он обрабатывается неявно, с помощью кейса default, то есть кейса по умолчанию. И здесь, как вы видите, добавляется новый атрибут, о котором я вам говорил, unknown. Что позволяет делать этот атрибут? Смотрите, как вы знаете, в чем преимущество, да, оператора switch? Это то, что, как видите, здесь он дает предупреждение. Он говорит о том, что в нашем случае вот этот вот кейс, он не очевидный. Точнее, не то чтобы не очевидный, а не исчерпывающий. То есть он требует, чтобы в данном случае, да, он требует, чтобы он был исчерпывающим. Ну, вы, возможно, спросите, как так? Потому что у нас же есть блок default. Но если я вот этот вот новый атрибут уберу, то вот это предупреждение у нас исчезнет. То есть, смотрите, с помощью появления этого нового атрибута у нас появилось два таких слегка различимых ситуации. Да? Первая ситуация, как вы сейчас видите, да, у нас есть два кейса. Как видите, вот они, два первых кейса, которые явно здесь обрабатываются с помощью блока switch. И блок default, который будет обрабатывать все случаи, которые будут у нас здесь есть, или которые будут добавлены в будущем. Допустим, если я в будущем, да, добавлю какой-нибудь другой кейс, вот здесь вот, да, смотрите, допустим, кейс какой-нибудь, давайте я добавлю новый кейс, чтобы вам это показать на примере, да. Допустим, пароль у нас будет не уникальный, да. Давайте я так напишу. Сейчас, секундочку. Ну, вот так вот. Смотрите, что у нас произойдет. У нас появился новый кейс. Но смотрите, какая проблемка будет. Вот с помощью вот этого блока default, да, вот эти два кейса, они будут обрабатываться вот таким вот образом. Допустим, если я хочу напечатать, допустим, смотрите, вызываю нашу функцию. Допустим, ошибочка у нас будет не уникальный код. То смотрите, что у нас будет. Но не совсем подходит под вот под этот наш кейс, да, потому что это как бы он такого общего характера. И смотрите, какая ситуация, да. А, Если это нас, в принципе, устраивает, да, чтобы вот эти вот два кейса, вот такие вот два кейса, обрабатывались вот таким вот общим характером, да, или как-то иначе, да, общим характером, то, в принципе, можем так оставить как кейс, да. Вот эти два кейса у нас будут обрабатываться очевидно, с помощью блока default вот эти два кейса, они будут обрабатываться неявным образом. Но если это нас не устраивает, то есть если мы хотим такой, сказать, второй сценарий, да, то есть если мы хотим тот случай, когда мы хотим обрабатывать каждый случай индивидуально, то тогда что мы должны сделать? Тогда мы должны здесь как раз вот этот атрибут новый, который у нас появился, добавить вот таким вот образом. И что тогда произойдет? Тогда он нам скажет, что снова выдаст предупреждение,
заметьте, это предупреждение, это не ошибка. То есть наш код не будет ломаться, он снова будет компилироваться. Смотрите, если я запущу, но он будет нас предупреждать, что добавлены два новых кейса, и если вы хотите, да, вы можете их явно обработать. Поэтому давайте мы так это и сделаем. В принципе, здесь вот можем нажать вот так вот, да. И вот эти два кейса можем, в принципе, здесь обработать. Давайте мы это сделаем. У меня здесь код заготовлен. Давайте, поэтому я, чтобы не печатать, здесь вот эти два принта добавлю, чтобы эти два кейса явно обработать. И, допустим, здесь мы хотим сделать какой-нибудь случай, допустим, это вот у нас simple, и случай, когда у нас код не уникален, да? Вот. Так, запускаю наш код. Теперь вот это предупреждение у нас исчезает. Теперь наша ситуация стала как и раньше. Все случаи наши обрабатываются, но теперь у нас висит другое предупреждение, что вот этот блок дефолт по умолчанию, он никогда не будет выполняться. Почему? Потому что все случаи мы явно обрабатываем. Но все же лучше оставить все как есть, потому что в будущем, если мы будем добавлять какие-то новые кейсы сюда, в ошибочки, да, и мы захотим получить предупреждение для того, чтобы их явно обработать, то лучше это ставить, вот такой вот сценарий использовать, да, использовать атрибут unknown в блоке default. И он тогда будет вызываться тогда, когда у нас будут добавлены новые случаи, новые кейсы, которые мы здесь явно не обрабатывали. Надеюсь, я понятно все это разжевал вам. Если вдруг что-то было непонятно, что-то, может быть, я вскользь упомянул, да, то, пожалуйста, пишите в комментариях свои вопросы, может быть, что-то еще, да, что-то вы хотели бы разобрать, да, из того, что я вам говорил сейчас. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк, оставляйте комментарии и увидимся в следующем видео.